Да ты уйди, пожалуйста. Вся. Нет, она нам не даст покой, чувак. Ее надо ёпать. Кепкой. Вот, смотри, на меня села, нет? Нет. Вот она, вот она. Блять. Сейчас она за толпой слетает за свои, блин. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на Outdoor Tactical. Как мы обещали, спустя большое количество времени мы таки добрались до нашего родного российского суточного ИРП. Это меню номер 5. И у нас, честно говоря, много интересного. Да, видео коротеньким не получится, потому что я буду много трындеть. Можете перематывать. Сделаем людям отметку, тайм-код, где уже еда будет на столе. Почему мы не хотели делать? Ну, во-первых, мы с Васей их, прямо, честно сказать, обожрались. Переели, да. Мы не считаем, что они там достойны внимания, потому что их как грязи он в любом военторге. Да, не то чтобы, друзья, не достойны они внимания, просто они легко доступны. Да, любой может взять. Да. ИРП очень много обзоров. Собственно, причем везде. Собственно, да, поэтому, ну, что на них внимание лишний раз обращать, когда вы можете набрать запрос, да, обзор ИРП российского, а там, не знаю, ссылок 30-50 выпадет сразу же. Но и не только поэтому мы не хотели делать обзор. Приключилась такая интересная история. Здесь я должен зачитать. Сейчас у нас октябрь 2018 года, да. А чуть более года назад, летом 17-го, произошла такая история интересная. МВД и Ассоциация ветеранов боевых действий что-то тут заподозрили. Что-то вот им не понравилось в этих рационах. Организовали проверку и выяснили, что рационы, которые собирает Барышский завод, есть еще Грязинский, это где-то возле Липецка, город Грязи. Да, это по-моему, в Подмосковье. Вот рационы Барышского комбината не соответствуют стандартам. Вообще ничему не соответствуют. Я просто, друзья, зачитаю, что там. Ну, например, кстати, это не какая-то мелкая партия, это практически все пайки, которые совершенно точно в 2016 году были выпущены, возможно, и ранее. Там, то есть, огромное количество, там, миллионы их, просто миллионы некачественных пайков. Ну, давайте. Ради интереса. В сыре плавленном превышено содержание белка. Ну как бы ладно, хрен с ним, да? Масла, использованные в консервах, не соответствуют требованиям о безопасности. Ладно. В паштете нежном и каше гречневой с говядиной обнаружена ДНК курицы и камень рожкового дерева. Ты любишь рожковое дерево? Офигенско. Моя любимая. На завтрак практически, да? Без него утро не начинается, день не начинается. Дальше поехали. В говядине тушеной высшего сорта выявлены недостаток белка и превышение содержания поваренной соли и жира. Ну хрен с ним солью, блядь. Ну то, что там жир вместо мяса, это непорядок вообще абсолютный. А массовая доля мясных продуктов составляла 10% вместо положенных 48%. То есть, друзья, давайте сразу, мы не пытаемся кого-то очернить, мы не пытаемся там навеять какие-то там страхи по поводу наших вот российских сухпайков. Но факт остается фактом. Выявили это наши, в наших же сухпайках. И там, где солдату полагается, и так, скажем так, скудный рацион, бедного, да? Солдата действительно еще и 48% ограбили. Минимум, а кладут туда 10% мяса. Но это свинство, это по-другому назвать нельзя. Потому что если что, то воевать-то будет солдат, ребят. А как, ну вот, воевать, когда ты покушать хорошо ты не можешь? Ну, это еще не все, просто вот шпик. Есть такое замечательное блюдо, да, шпик. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, слушайте внимательно. В консервах шпик соленый, это вся партия 2016 года, именно Барышского завода. В консервах шпик соленый, натуральный свиной шпик полностью заменен искусственно созданным эмульсионным жировым продуктом. В скобочках, смесь жиров различного происхождения. Ну, то бишь вообще не поймешь, что. Никаких комментариев больше я давать не буду. Вот собственно говоря, вот так относятся к нашим бойцам, к нашим мужикам, которые защищают Родину. Честно говоря, очень сильно хочется верить в то, что... Очень сильно хочется втащить директору Барышского комбината. Это сразу как бы желание возникает. Но и очень хочется верить в то, что после этой проверки, в связи с выявленным всеми вот этими вот недостатками, недочетами, а где-то просто откровенный я не знаю даже как это назвать. Материться не будем. Да, не будем.
ситуация изменилась, и пайки стали делать Ну, нормальные. У нас паек 17-го года. Надеемся, что нормально. Хотя Да. завод барышский. Но вот эти все товарищи, которые руководили этим предприятием в 2016 году, еще в начале лета сидели в СИЗО, дальше я их судьбой не интересовался, что там с ними стало, не знаю. Надеюсь, их накажут справедливо. А фирма Оборонпродкомплект, которая занималась комплектацией рационов для армии, сейчас, я посмотрел в реестре перед выходом, находится в стадии ликвидации. Конечно, фирма будет другая. Конечно, название изменится. Ну, я сильно сомневаюсь, что изменится, Изменится что подход. изменится начинка и подход к делу. Да, по-любому будут воровать, по-любому будут громкие дела, поэтому... Но будем верить все равно в хорошее. Давайте, ребята, уже откроем и посмотрим, что внутри данного рациона. Напоминаю, это меню номер 5. Итак, внутри данного рациона содержится икра кабачковая, тот самый знаменитый шпик соленый, паштет нежный, баночка пюре яблочное натуральное, гуляш с картофелем, говядина тушеная первый сорт, рис с курицей и овощами. 2 упаковки галет из пшеничной обойной муки, еще 2 упаковки из муки пшеничной первого сорта, повидло яблочное, 3 сухих растворимых напитка фруктово-ягодные, сыр плавленый, фарш колбасный любительский, целых 3 здоровых пакетика с сахаром по 20 грамм, жевательная резинка 10 штук, 3 двойных упаковки с салфетками для рук и лица, пакетик кофе и пакетик сливок, соль, перец по вкусу, шоколад армейский, 1 пакетик с мультивитаминкой, 2 пакета чая черный листовой, 3 таблетки Акватапс для обеззараживания воды, портативный разогреватель с 3 таблетками, 3 ложки и 1 нож. Также в рационе есть 6 спичек ветроводоустойчивые с черкашом, несколько салфеток, вот такая вот инструкция и вот такой ярлык-вкладыш, где указаны сроки годности. Причем у вилок и ножа они, оказывается, тоже есть. Ну что же, на импровизированный завтрак мы себе взяли яблочное пюре, тушняк, сыр плавленый и паштет нежный. Шоколадку еще взяли. Да, шоколадку. Я буду чай, ты Я сделал развел себе напиток, ребята, уже развел его. Ну и галеты попробуем. Понятно, что, во-первых, комплектация мне очень понравилась. Тебе как? Комплектация, я всегда говорил, вот тем, кто спорит там или пишет, что русские пайки говно, ребят, на самом деле нет. Комплектация богатая, реально богатый, хороший паек. Да. Здесь голодным ты никак не останешься. Качество продуктов это совсем другая история. Сейчас попробуем, может быть исправились, может быть уже этот барышский комбинат нормально начал делать. Попробуем разогреть на таганке, да? Конечно, мы же будем все делать так, как надо. А я вот сейчас проверю салфеточку, та, которая для рук. Ребят, белая для рук. Это для столовых предметов. Таганочек ставится вот таким образом. Ну здесь, по-моему, где-то должно быть нарисовано. Ну да, вот схематичное изображение есть. Салфетка, ребята, влажная, и она действительно лучше, чем американская. Она плотная. То есть здесь вот определенное качество чувствуется, как говорится. Ух ты! А вот со спичками у Дениса проблема. Не, ну просто так получилось, я не специально. Спички, кстати, вот эти вот. Я не знаю, если спички не испортились, в этих пайках спички всегда классные были. У меня, между прочим, про запас в рюкзаке всегда вот такая упаковочка цельная лежит, на всякий случай. Так, попробуем сломанной спичкой поджечь. Друзья, что, запах классный? Запах у тушника просто обалденный. Чувствуются специи, лаврушка, прям вот серьезно, очень хорошо чувствуется. Кусок мяса достаточно такой большой. Жира тут не так много, ну хотя он есть, конечно, но это тушенка, он и должен быть, собственно говоря. Ну, на вид здесь больше, чем 10% мяса, как год назад, как установили следователи. Не, сломано не получилось. В общем, что у нас еще здесь интересно? Ну, почитаем, может, там какие-нибудь особенности. Кстати, вот эта фирма Любава, я не помню, попадалась нам или нет? Я тоже не помню. Честно говоря, вот этот вот рацион, именно это меню в той комплектации, в которой он сейчас находится, он немножко другой, отличается от тех, которые мы с тобой ели постоянно. Отличается. Обновлен, назовем это так, скажем, обновленный рацион питания. И это, это реально радует, потому что хоть что-то начали уже делать. Значит, друзья, смотрите, такой вот цельный кусок мяса здесь достаточно, ну, на мой взгляд, ребят, действительно качественно. Много подливы. И вот белый жир вот этот вот, его тут на самом деле не так уж и много. На мой взгляд, тушняк просто отличный.
Таким вот образом выглядит яблочное пюре. Оно такое жидкое, прям как будто детское. Паштет нежный, и он оправдывает свое название. Очень нежная, мягкая консистенция, цвет приятный, ну а вкусовые качества проверим чуть позже. Плавленый сыр, практически белого цвета. Все выглядит замечательно. Не такой, как в американских, где цвет такой ядовито-желтый. И на мой взгляд, ну прям видно, что свежее. Ну что ж, друзья, Денис таки наконец-таки справился с этой разогревахой. Таблетка почти догорела. Я важный момент обнаружил, пока я с ней тут мудохался, возился. Они не воняют. Прикинь? Да, наши не воняют. Ты заметил? Ну, не так воняют, как, например, Вообще не испанские. воняют. Вообще не воняют. Да, нет запаха. Вообще. Практически. Это офигенная штука. Офигенная. Ну таки что, давайте. Давайте. Ну пусть может загорит. Ну ладно, хрен с ним. И... Эч. Эть. И... Горячо, да? Ну так. Друзья, кстати, Натан, дружище, и хочу тебе вот сказать о том, что всю русскую еду из русского рациона питания ты должен отлично и хорошо подогреть. Тогда вкус меняется и становится гораздо лучше. Не ешьте вы его, блин, холодным. Ни тушенку, ни каши. Так, ладно, давай ты себе накидывай, или ты отсюда будешь, а мне отдашь, поделишься в тарелку со мной. Я вот так все сделаю. Я не помню, такие галеты попадались или нет? Из обойной. Да, были. муки. Они во всех присутствуют. Там же Совсем забыл. Ну что ты там? Язык проглотил? Ну, я так скажу, ребята, специи очень хорошо чувствуются, но у меня есть проблема. Вот этот вот кусок, это одно сало. Вот, смотри. Да. С виду как мясо, кстати. Мясо тут, вот где я хватанул, мяса не особо много. И это меня расстраивает очень сильно. Но вообще, конечно, мы пробуем, да? Вы понимаете, что это естся в одну морду лица. Я как и ел тушенку, я туда крошил всегда галеты Ну так это в правильно. баночку. Получалось полноценное блюдо. Хочу сказать сразу, бульон, ребята, вот этот вот, или как это назвать там. В общем, вот эта вот штука жидкая. Ну, жир растопился. Просто какая-то, вот, ну, просто вкусно. Реально, вот в походе заточить такую штуку, это прям... Опять оса пролетела. Оса нам уже второй день не дает покоя. Паштетик. Проверим на вкус, потому что на цвет и консистенцию он очень приятный. Стерилизованный плавленый сырок. Ну что? Я не знаю почему, но мне кажется, что у этого паштета нет яркого вкуса. Своего вот яркого Попробуем. Смотри, сыр какой твердый. Просто охренеть, он не мажется практически. вкуса. Я подозреваю, что это печеночный паштет, Блин. наверное. Но раньше паштеты, которые были в РП, у них был свой вкус, прям ярко выраженный. Здесь этого нету. Я не могу понять, это хорошо или плохо, но чувствуется прям по вкусу, что он другой абсолютно паштет этот. Ты про И, паштет кстати, уже вот ты- 10 минут про паштет говоришь, ты попробуй сыр. Сыр не мажется нифига вообще, несмотря на то, что тепло на улице. Так Но ты он- еще и металлическим ножом пытаешься. Но он это вкусный на сделать. самом деле. Он вкусный. А сырок? Ну давай, блин, затестируем. Блин, пока мне все нравится. Очень даже. Смотри, как таблетка долго горит. До сих пор еще. О, все, погасло. Не знаю. Лучше чеддера американского. Блин, ну вот нет сыра. Ну, Ну, вот хоть убей. ну, он и мажется лучше, он мягенький совсем. Но это мне тоже понравился, кстати. Это такое. Так, что там? У него есть такое сливочное послевкусие. Вот. Отчетливо есть. Вася сказал, что паштет безвкусный, да? Но не такой яркий, как был раньше. Ну, честно. Ты просто старый уже. Уже все в жизни повидал. Ребята, сыр неплохой. Действительно. Но я остаюсь на своем. Мне вот из американского пайка сыр чеддер, причем он там с перцем халапеньо или нет, очень сильно нравится. Больше, чем вот этот вот. Ты пробовал паштет просто так, без Да. хлеба? Да. Да, в принципе, обычный паштет. Что ты его забраковал, не знаю. Я не Нормально. забраковал, я просто тебе говорю о том, что он другой. Раньше был совершенно другой паштет. Дениска у нас тут брезгует постоянно. Я вот одну ложечку, с вашего позволения, возьму.
чистую причем. Офигенское яблочное пюре, детское яблочное пюре, ничего не скажешь. Денис, ну, Я себе сделал чай по дурости, Вася, с сахаром. Что-то я забыл, что мы шоколадку с тобой взяли на завтрак. Ладно, сейчас а это попробую тебя чаек. как-то остановит? Нет. Ну, я так и думал. Ребят, напиток растворимый, фруктово-ягодный. Это концентрат реально. Там дофига сахара и просто какие-то там, как это, увкуснители там и все. То есть, грубо говоря, вы разводите сахар. Чай, между прочим, очень даже неплохой. Ты знаешь, я удивлен. А, кстати, вот Натан, когда делал обзор Что на это за чай русский вообще, ИРП, кстати, зайдите, ребята, на сайт нашего американского друга и коллеги Натан Самари, ссылочка будет под видео. И посмотрите, он делал обзор на русский ИРП. И ему тоже все очень понравилось. И он говорил про чай, что чай неплохой. А вот сейчас ты сам убедился в этом. Ну, блин, знаешь, стоит логотип Барыжского мясокомбината. Тебя это прям напрягает. Не-не, это даже не Подмосковье, где я думал, это Ульяновская область. Понятно, что не они его фасовали, выращивали. Непонятно, откуда он, там, не знаю, ланкийский, не ланкийский, но чай хороший. Могли бы написать, откуда он. Видишь, значит, даже американцы правы в этом случае. Что у нас там осталось? Шоколадка? Шоколадку. Ну давай дербаним шоколадку. Ну, я еще не попробовал пюре. Тушняк, ну честно, ребят, среднего качества. Ну, Я бы не сказал, что он прям вообще такой вау-вау-вау классный. Вы сами понимаете, да, что мы пробуем. Мы не полноценно себе тут завтрак устраиваем. Вот, поэтому вот так вот, сумбурно немножечко. Ты будешь доедать это? Не. Я буду. Ты знаешь, такое ощущение, что это шоколадный спред. Ну, Почему? честно. Не Что, знаю. думаешь, из соя зафигачили? Ну, Какая если ты возьмешь французский паёк, Не, ну ты не сравнивай. не, ну Теплое почему с нельзя мягким, сравнивать? ё-моё. То там шоколад, прям там чувствуется, что это шоколад. А здесь вот как будто вкус спреда. Обмыленный какой-то шоколад. Невкусный. Шоколадка стрёмная. Троечка, да? Вообще плохой. Не, Ну, а ну в целом, сам факт того, что он есть, шоколад здесь, это Ну как да, бы да. дает большой плюс. Ребята, в целом, вот всему тому, что сейчас у нас на столе есть, я очень приятно удивлен. я тоже, я бы, ну, 5, наверное, поставил бы. Да, даже бог с ним, шоколадка с этой, хрен с ней, с шоколадкой, потому что меня поразил не вонючее горючее сухое, на самом деле, я уже приготовился так, чтобы, Качественный чай, да? да, что ту компанию был. Чай обалденный на самом деле. Ты зря, кстати, отказался. На обед Ну, чай я рекомендую на тебе обед потом себе возьму, попробовать. конечно. Мне бульон Пюре понравился. яблочное. Фу, а что о нем говорить? К нам кто-то крадется. Слышал? Угу. Ну ладно, сейчас найдем. Короче, Хотя друзья. нет, 5 не поставлю. 4 с плюсом, а вот из-за этой штуки. Ну из-за того, что тебя обманули с этим, Да. с салом, который выглядит как мясо. Ну, прям вот, считай, сколько дернул? Процентов Процентов, 40, да? Да, наверное. И это все сало. Ну, это свинство. Это свинство. 4 с плюсом, Давай здесь ребята. поковыряемся. Здесь дальше что, мясо осталось? Да. Ну, остальное все мясо, это нормально. Ты помнишь, я вначале зачитывал, 48% мяса должно быть. Здесь Ну, примерно так и есть. Ну, так, ну, они не обманули. Не да? обманули, да? По бумажке. половину. А мои ожидания, А, ты думал 100%? да. Ну, а как белорусы делают? У них за 80% в Ну, тушнике мясо. Это братья белорусы. Самая лучшая тушенка, которую я ел, вообще пробовал. Белорусы, вы просто вот в этом плане Отправь Натану, молодцы. подкорми другана. Кстати, надо, действительно. Ладно. 4 с Закругляемся. плюсом. Сейчас пошарахаемся по лесу, потом займемся обедом. Ребят, главное блюдо курица с рисом и овощами. Риса видно, овощи вот здесь вот тоже вот морковка видна. Курицу, ну за цветом мяса самого плохо видно, отдельные фракции какие-то вот можно различить, но в холодном состоянии очень сложно на самом деле все это дело увидеть. Сейчас разогреем, ну и посмотрим уже, сколько там курицы по вкусовым ощущениям. Ну и естественно, куда без нашего шпика. Друзья, я, честно говоря, не любитель данного продукта и вообще не понимаю, какого хрена он делает в ИРП. Как источник калорий, да, но у меня было другое применение. Я его применял в качестве водозащитной смазки для обуви, например. Ну что, друзья, разогрели мы таки не без труда нашу кашу. Кстати, она шкварчала так дико, что мы думали снизу превратиться просто в уголь. На самом деле не подгорела Да, практически. вовремя сняли просто. Да нет, на самом деле упаковка вполне себе даже достойная. Выглядит, честно говоря, как клейстер. Ну да. Вопреки ожиданиям, курицы здесь много. Вот у тебя один большой Один кусман. кусок я его съел. Да, и у меня маленький кусочек. И как бы на этом все. Ну вот, смотрите.
Такая, и, наверное, хорошо что-нибудь там, окна заделывать на зиму, если щели есть. Слушайте, очень жирная каша, прям, ну реально жирная. Вот как будто туда, я не знаю, грамм 30, блин, масла растительного хернули. Жуется, вот реально, так же, как она и видится. Вот похоже на клейстер, на какую-то непонятную чачу, так она и жуется. По вкусу, ну, более-менее. Ну, в среднем. Может, соль с перцем что-то? Да, давай, нафигачим. Вот смотрите, вообще рекомендуют шпик добавлять в кашу, чтобы вкуснее было. Здесь это явный перебор будет. Ну да, потому Прям что она и так жирная. Перебоище. А что у нас на ужин? Может быть, шпик на ужин надо было оставить? Я не Ну, помню. может быть, уже не оставим. Ладно, пусть стоит. Я вот сейчас просто так с галетами попробую. Хотя вы помните, да, я вначале зачитывал, что было в 16-м. В партии 16-го года вместо шпика. Все что угодно, кроме шпика. Вот так не надо есть, как я. Это я просто хочу попробовать его. Вообще запаха никакого нет. Ребята, кашу я поставлю, честно, ну, 3 с плюсом. Ну. Перец ситуацию, ну, никак не поменял кардинально. Жирное, мясо мало, овощи, которые... А тут написано, что у нас с овощами. Морковка видна, но она вообще не чувствуется, как по вкусу. Поэтому... Вот самое уматное это гречка вот с мясом вот в РП. Вот, Да и тоже- перловка. Вот это вот... Тоже ее некоторые производители умудряются испортить. В общем, по шпику хрень какая-то невообразимая. Ну, попробуй ради объективности. А я, кстати, обещал одному из наших подписчиков, что попробую шпик. Он острый? Приятного аппетита, Денис. Так, шпик. Ребята, херня. Это вообще непонятно, что такое. Ни вкуса, ни запаха. Это не сало. По ощущениям, Это факт. может быть, это вот та гадость, которая и была указана там, что-то из каких-то жиров непонятного происхождения. Короче, совет для походников. Как использовать эту баночку? Растапливайте, намазывайте свои берцы вот этой херней. Даете им высохнуть немножко, остудиться. И потом достаточно неплохо держит воду. Вот так я ее использовал. Честно, реально работает. Если это говно, я не буду. Я, пожалуй, не могу придумать другого применения. То есть употреблять в пищу. Костер разводить. О, Ну, с голодухи, да, горит она понятно. вообще шикарно. Там опять специалисты по выживанию напишут. Да что вы понимаете, с голодухи не такое съешь, что спасибо скажешь. Да я, блин, находясь на Сахалине где-нибудь, ну если мы говорим про гражданский вариант развития событий, хрена с два ты останешься без еды на природе. А если ты вообще возле моря находишься, то, чувак, тебя деликатесами море само снабдит. Так, мужчины и милые дамы, Не некоторые, ссоримся, некоторые милые дамы, да, которые нас смотрят. Я себе на 3%, между прочим. 3% женщины? Охренеть. Девчата? Я себе на обед из напитков выбрал кофе. Он у нас уже где-то был, вот именно этот кофе. Не могу вспомнить где, но был такой. Да, в каком-то был. Со сливками. Но это говнище, да, и нельзя такое говорить. В общем, это бяка невообразимая. Он, во-первых, спрессовался там. Его отсюда еще нужно постараться выпотрошить. То же самое и со сливками. Во-вторых, хреново размешивается. Ну, кофе более-менее размешался, а вот сливки до сих пор у меня на ложке. Я мешал минут 5. Вот, он такими пластами эти сливки. И, короче, что к чему, я так и не понял. Упаковка не держит влагу вообще. А, кстати, я хочу заметить, что РП в целом не держит влагу, хотя он влагозащитный сам пакет. А вот реально, Смотри, слушай, соль влажная, сахар влажный. А что за херня? Про напитки, которые мы, помнишь, вот на завтрак были, да, там же вообще бетон, твою мать, да. был. А, ты сказал, что они, кстати, реально там камень? Там реально, ребят, я не сказал, но они были бетонные. И они как бронепластины даже могли бы пойти в Да, каких-то в бронежилет определенных вставлять моментах. Поэтому очень странно. А вот на самом деле упаковка же герметичная, ну должна быть, да, она, может нальем водички, попробуем? Так мы сделаем это. Перед ужином, да, попробуем? Да. Все равно надо тащить будет воду, все равно. Вот в нем мы принесем. На самом воду. деле странно, я только сейчас, вот Вася сказал, действительно, упаковка же герметичная, какого хера? Это что, сразу бракованное, что ли, закидывали, влажное? Неправильное хранение, чувак. Просто неправильное хранение пайка. Вот и все. Там же надо хранить при относительно какой-то там влажности и так далее. Этого не делается, естественно. Можно я Ребята, вот так сделаю? честно, обеду, вот тому, что сейчас у нас... Тому, на что мы столе, выбрали. Да, тому, что мы выбрали, я 3 с плюсом поставлю. Почему плюс? Я нет. Ну, потому что каша, в принципе, она такая, на любителя. Здесь, может быть, даже мы придираемся. То, что она без вкуса, без цвета, без запаха, ну да, по большому счету. Не, ну, Шпик, ну, вкус у него есть. шпик, ребята, у него есть любое применение, кроме прямого кушать. Вот все, что угодно, только не есть его. Поэтому я ставлю 3 с плюсом. А ты как хочешь? Тройку. Плюса да? здесь нет. Да. Здесь единственное нормальное из того, что мы с тобой выбрали, это галеты, которые остались с завтрака у нас. Все.
Ладно, за водой и к ужину уже там дальше Сейчас разберемся. разберемся. Друзья, в отличие от обеда, картошка с говядиной, с мясом точнее, выглядит гораздо презентабельнее и аппетитно, потому что здесь не надо выискивать куски мяса, они вот на поверхности, и их прям реально много. Про качество скажем уже когда попробуем. Вот это приятно. Кабачковая икра, приятный насыщенный цвет. По вкусу тоже будет видно, когда попробуем. Но пока что меня это радует. Ну и колбасный фарш. Собственно говоря, ничего сверх какого-то там ординарного здесь нету. Обычный фарш колбасный. Итак, разогрели с Денисом первое блюдо. Пахнет вкусно. Пахнет действительно приятно. И пахнет луком, друзья. Честное слово. Чего? А на вкус ты знаешь, недурственно, но я хочу сразу отметить отсутствие в нашем рационе все-таки соусов. Ну да. Это, на мой взгляд, минус. Потому что любой соус, тот же самый чили, да, а чили Блядь. как бы у нас есть, он придал бы этому вкусу, то есть блюду, отменный вкус. Прям вот здоровский. Если честно, запах странный. Вот издалека пахло вкусно, а вот вблизи прям что-то какой-то он... Да нет? Ну ладно, рискну. Может быть, просто картошка не первого сорта. Не белорусская. По-моему, соленый чересчур. Да, тут все-таки соли достаточно присутствует. Ее очень много. Солоноватый. Мгм. А вот перчика как раз таки не хватает. Что у Но нас зато здесь есть мясо. Вот здесь вот реально есть мясо, дружище. И причем на одного человека, я так подозреваю, что достаточно немало. Ну, честно, я ожидал большего. Нормально, да, нормально. Ну, я почему-то думал, что будет вкуснее. Да, вполне отлично. Ой, ты не хочешь попробовать этот колбасный фаршик? Нет. Жирненький какой. Ну, кусок жира Я какой вот сразу это хочу сверху. попробовать. Так, Ну чё, херня, ты серьезно? да. Да ладно. Херня. Друзья, это второй раз, когда нам встречается икра кабачковая, и она херня. Первый это в казахстанском был, да, нам не понравилось. Не такая ли она, не такая же ли она была случайно, надо посмотреть. А вот это вот прям, не то. Совсем не то пальто. Она лучше казахстанской. Лучше, но она хуже, чем раньше было. Ты стареешь, Вася. Да что ж я старею-то и старею. А вот раньше кабачковая икра была. Не, ну серьезно. Ребят, я не знаю, напишите в комментариях, но мне кажется, что вот именно в этом рационе... Нормально. Не верьте, Что нормальная это у икра. нас? Любава? Херня. Так, повидло, дружище, повидло яблочное. Это то, по секрету говорю, что очень любят американцы в наших ИРП. Потому что, когда я смотрю обзоры их, и просто на стримах, где они делают обзоры на наши ИРП, все тащатся от повидла яблочного. Говорят, что у них такого не купить, потому что у него реально натуральный вкус. Посмотрим? Посмотрим. Предварительные итоги какие по... Какие предварители? Мы уже все сожрали почти. Да ну. Ну а что да ну? Ух Ты фарш попробовал колбасный? Сказка, песня, друзья. Вот это вот, господи, как это вкусно. Реально тебе говорю, это очень вкусно. Я тебе верю. Прекрасно понимаю. Яблоко это полезно, яблоко это вкусно, яблоко Вот это лучше витамины. бы вместо шоколада. Ты еще попробовал бы один колбасный фарш или нет? такой. Да сейчас я попробую. Вот пробуй давай быстрее. Ну ты рассказывай. Нам закруглиться надо, доесть спокойно уже и все. Время просто. Короче Надо. говоря, ладно, Вася не ходит, мои предварительные выводы такие. По ужину. Бля, смотри, жила какая здоровенная. Хотел пятерку поставить, все, не пятерка уже, 4 с плюсом. Смотри, какая здоровенная. Ну, И жевать не надо. Короче, ладно. 4 с плюсом из-за того, что здесь гигантская жила вместо мяса. 4 с плюсом это хорошая оценка. да. Не знаю, почему Вася так Скептически. недооценил вот это замечательное блюдо. Производство что? Любава? Любава, да. Фирма Любава. Потому Вполне что себе херня. нормальный край кабачков. Не самое лучшее, я согласен, не самое лучшее. Можно найти намного вкуснее, гораздо ближе именно к тому вкусу классическому. Ну, вполне себе съедобная штука.
Но она съедобная. Я не говорю, что она прям вообще прям её Фарш есть колбасный, ну, блин, ну, фарш Ну, он колбасный. стандартный, да, обычный Как его стандартный. оценивать? Как фарш колбасный, ну, 5. нельзя. 5. А в целом, ребята, о пайке. Паек вот вы можете писать в комментариях сколько угодно, пытаясь там унизить или принизить российский паек в плане разнообразия, в плане качества и так далее, и так далее. Он считается одним из самых лучших, наверное. И вполне заслуженно, потому что ведь по сути в нем есть все практически. Качество в некоторых блюд, да, оставляет желать лучшего, но так и в других рационах питания других стран мира то же самое, та же самая тенденция. Какие-то блюда хорошие, какие-то просто откровенно есть нельзя. Поэтому здесь очень тяжело спорить, но я считаю, что вот наши В общем, пайки отличные. я надеюсь, жвачку открою, я надеюсь, что история, которую я зачитал вам в начале, я рассказал в начале, закончилась благополучно, и что сейчас в этих рационах именно то, что должно быть. Мясо это мясо, значит шпик это, надеемся, был шпик. Вкус детства, твою мать. Да ты что, Да, попробуй. не хочу этого детства на вкус пробовать. Лады. Короче, если здесь, ну мы не эксперты, да, ну в смысле у нас лаборатории никакой нет, чтобы проверить, так это или нет. Если здесь все соответствует тому, что заявлено на упаковках, то есть все качественно, то прям очень хороший рацион, прям Да, очень. да. А если здесь история ничему не научила производителей, и здесь по-прежнему вместо шпика какие-то жиры непонятные, вместо мяса, вместо мяса говядины ДНК курицы, что там еще, камень торжкового дерева, то это, конечно, минус. Но об этом мы с вами не узнаем. Во всяком случае, до следующей истории. Если Судья, да? если заинтересуется этим Следственный комитет. Но в целом, я приятно удивлен. За исключением обеда. Почему-то мы с тобой такие везучие, блядь, что если у нас херово что-то получится, то это вот так вот херово получается. Выбрали на обед самое стрёмное, что могло там быть. Ну, не выбрали на обед, выбрали бы на ужин. Какая нахрен разница? Ну хотя бы размиксовали, понимаешь, там хоть как-то там. Ладно, это еще, кстати, говорит о том, что вот списочек, что на завтрак, что на обед, что на ужин, был бы совсем неплохо Да, иметь в рационе питания. Я всегда говорю, что список такой должен быть. Или разбивка уже внутри по пакетикам, по этим. Гораздо проще было бы. Ну, если честно, еще раз повторю, я приятно удивлен. Да, рацион хороший. Несмотря на некоторые минусы. Я не сказал свои впечатления по вот этому вот спрессованному сухому напитку. Тоже вполне себе классная вещь. Особенно, я так подозреваю, в жаркий день. Ну да. Вообще классная штучка. Правда, там сахар до хера. Ну, тоже не лишний будет. Спасибо, дружище, что посмотрел это видео. Обязательно поделись им со своими друзьями. Ставь лайки, пиши комментарии и подписывайся на наш канал. И на каналы наших друзей. Все, всем пока. До свидос. До свидос.